Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра, а также удачи и благодатной погоды в период, который мы сегодня будем рассматривать. Это очень сложный, интересный, важный период. Это период и времени уже Гекаты, и новолуния, рождения Луны. Но вот этот период очень серьезный, очень ответственный. Мы сегодня с вами рассмотрим все рубрики, которые мы освещаем в агрогороскопе в этом видео. Итак, поехали. Как всегда, агрогороскоп начинает наш выпуск, и он у нас будет с 25 по 29 включительно августа 2022 года. Время киевское. Будьте внимательны, смотрите, что нас ожидает. В четверг и пятницу 25 и 26 августа Луна будет находиться в знаке Лев. Огненная стихия. Кроме этого, обязательно это нужно знать, Геката начинается с 11 часов 18 минут утра. И будет, конечно же, продолжаться до 28-го, но вот эти 2 дня у нас Геката. Это подготовка к новолунию, черная луна, и об этом многое сказано. В этот период никаких посевов не проводим и не работаем с рассадой. Плюс еще и огненная энергия. Для цветов и для комнатных, кстати, растений одинаковая задача – защита от вредителей и от болезней. Очень важно. Все время нужно профилактически работать с вредителями и помогать растениям. Поливы в это время не проводим, они бесполезны. Подкормки без поливов, тем более в знаке стихии огня, только вредят растениям. Зато очень хороший период для садовых работ. Я имею в виду обрезку и зеленые операции. Пожалуйста, проводите в это время очень хороший период. Естественно, зеленые операции не только в саду, но и для овощных, для цветочных растений. Абсолютно для всех растений они как раз хороши перед новолунием и знак стихии огня. И получается, ранки быстро заживают, и растения легко переносят вот эти все обрезки. Собираем урожай во льве. Прекрасное время. Делаем разные заготовки. Сушка, заморозка, консервация. Все, что созрело, собираем и делаем заготовки. Настойки в это время очень хорошо делать. Сбор лекарственных трав в данном случае это лев, и это уже перед новолунием можно собирать лекарственные травы, именно корни. Допускается в этот период. Рыбалка во льве даже на убывающей луне перед новолунием не дает хороших результатов. Для комнатных овощей актуальна защита от вредителей и от болезней. Далее у нас очень важное вот это событие, новолуние в Деве, плюс в 3 часа 26 минут утра, ночи, Луна перейдет в знак Девы, будет находиться здесь и 28-го, частично 29-го. Но у нас на субботу и на воскресенье 27-го и 28-го абсолютно одинаковые дела, поэтому мы вот эти 2 дня сейчас рассмотрим, а там будет у нас уже переход в другой знак, и другие у нас будут работы. Итак, 27-го и 28-го посевы не проводим, с рассадой тоже не работаем. Зато можно заниматься для цветов поливами. Поливы. Для комнатных растений тоже актуальны поливы. Поливы и поливы. Подкормки не проводим. В новолуние растения не воспринимают никакие удобрения, ни органику, ни минеральные. Поэтому никаких подкормок им и так тяжело. В саду уже завершились у нас зеленые операции во льве. Здесь будьте внимательны. Поливы и защита в саду от вредителей и от болезней. Зеленые операции уже не проводим. Не собираем урожай для заготовок. Ни в коем случае. Я еще раз провела в этом году такой эксперимент. За 3 часа до перехода Луны в знак Девы сделала еще консервацию. Через месяц она рванула. Хотя это маринад, и очень много, даже больше, чем положено, положила лимонной кислоты. Так что будьте внимательны, уже сколько испытаний провожу, много лет этим занимаюсь. В Деве
лучше не собирать впрок. Собирайте ровно столько, сколько вам нужно съесть. И нельзя делать заготовки тоже впрок. И закладывать, кстати, на хранение тоже очень плохо. Настойки, естественно, в это время не проводим, новолуния и геката. Сбор лекарственных трав не проводим. Рыбалка в это время отвратительная в новолуние. Для комнатных овощей актуальны в Деве поливы и защита от вредителей и от болезней. Ну а теперь рассмотрим вот этот день, понедельник. Это время перехода Луны из знака Девы в знак Весы в 12:46. 29 августа. Геката будет у нас до 11 часов 18 минут. И Луна без курса будет с 6 часов 10 минут до 12 часов 45 минут. Что можно делать? А смотрите, в весах уже с 14 часов, после 14 часов можно посеять горох, можно посеять семена листовой горчицы, крест-салата и сидератов. Начинается у нас новый лунный месяц, наконец-то, хорошими уже делами посевной. Но с рассадой не рекомендую вам работать, потому что очень сухо, и мы будем дальше говорить о погоде. И в это время, если вы польете, это будет плохо отражаться на корнях растений. Ну и самим растениям будет очень больно. Поэтому рассаду в это время не трогаем. Цветы для цветов постарайтесь полить их до 11 часов утра, то есть в Деве. И для комнатных цветов тоже это актуально. Ну и защита от вредителей и от болезней. Это актуально. Поливы для всех растений проведите до 11 часов. Подкормки пока не даем. Тем более здесь и черная луна еще только заканчивается. Да, и в весах без поливов подкормки не проводим. В саду очень интересные события начинаются с 13 часов дня, понедельник. Можно еще будет заняться обрезкой. Это первые дни после новолуния. Я использую их для обрезки и для зеленых операций. Ну и те, кто желают удалить побеги уже малины, те, которые отплодоносили побеги, удаляйте в это время с 13, после 13 часов дня 29 августа. Зеленые операции на всех растениях начинаем проводить после 13 часов. Сбор урожая после 13 часов, заготовки после 13 часов, настойки тоже после 13 и сбор лекарственных трав после 13. Здесь уже можно собирать вершки. Но рыбалка бесполезна в это время. Для комнатных овощей поливы до 11 часов утра только. И далее защита от вредителей и от болезней. Вот такие актуальные дела с 25 по 29 августа 2022 года. Смотрим теперь следующую рубрику «Луна для дома, для здоровья». Тоже в этот период с 25 по 29 августа 2022 года. В первую очередь осмотрим энергии. Вот эту первую подрубрику. И здесь нужно учесть очень важный момент. У нас очень сложный период наблюдается вот в это время. Похлеще магнитных бурь. Вот кто-то магнитные бури ищет, а здесь будут настолько сильны противоречия, такие разные энергии. Ну и новолуние – это критическое время для Земли, для человека, для растений. В это время все биологические процессы в растениях останавливаются. А человеки, то есть мы не получаем даже подпитку энергии из космоса. И усугубляет состояние человека такие планеты, как Сатурн, Уран, Марс. Вот они как раз будут играть важную роль. И Венера тоже здесь принимает участие, но обычно она дает хорошие энергии, но здесь противостояние. Итак, смотрите, 25 и 26 Венера проходит квадратуру к узлам и участвует в Тау-квадрате Венера, Сатурн, Уран. Очень сложный период. При этом Венера находится во Льве, в огненном Льве. Поэтому 25 и 26 августа опасно что-либо покупать, дорогое, ценное, кроме обычных каких-то покупок. Такая вот покупка может привести к финансовым потерям. Вы потеряете некачественный товар и потеряете финансы. Поэтому вот этот момент здесь и начало дела, и покупки тоже не проводим.
Далее, само новолуние 27 августа. Оно в Деве в 11:18 по Киеву. В этот день будет наблюдаться точный квадрат Солнца с Марсом. Солнце и Марс, представляете себе, какая огненная энергия, это взрывные энергии. Поэтому будьте внимательны с решениями, с покупками, в общении с родными, с близкими. Это взрывная энергия, очень сложный период, необдуманные поступки, потом будете жалеть о том, что сказали, думаете, что говорите, что делаете. Вот эти активные слова, активные действия могут привести тоже к финансовым потерям. Поэтому ничего не покупаем, ничего не начинаем в этот период. И 29 августа точная оппозиция Венера-Сатурн. Вот эти энергии, Венера как будто бы прекрасные энергии, но с Сатурном, в оппозиции с Сатурном, Сатурн холод, это учитель наш. Так вот, вот эти энергии в оппозиции будут вводить человека в состояние депрессии, плохого настроения, недовольства чем-то. Поэтому никаких планов и покупок в это время не проводим. И еще одно очень важное наблюдение. При точном квадрате Солнца и Марса наблюдаются очень высокие температуры. А эти температуры высокие – это дополнительная нагрузка на наши человеческие тела и, естественно, на организмы растений и на саму планету Земля. Поэтому, смотрите, вот этот период очень напряженный, очень сложный. Можно сказать, что даже взрывной. Поэтому берегите себя, берегите родных и близких. Не занимайтесь планированием, хотя, казалось бы, новолуние, говорят, что можно заниматься планированием. Можете планировать, но делать ничего не делайте, потому что это приведет к печальным последствиям. Ну что, поехали дальше. Мы рассмотрели энергии, а теперь рассмотрим далее наши обычные рубрики. Здесь у нас очень, сейчас вот так, чтобы все видные рубрики были. Здесь очень важно, мало того, что оппозиция, квадрат, тут вот такие вот энергии взрывные, еще и лев. Поэтому пожары просто будут возникать из ничего. Будьте внимательны. Ну и если нужно протопить первый раз печку или камин, то получится без проблем. Вот тут, в этом плане, да, вот это хорошо. Но где-то что-то будет загораться, следите за плитой, за электроприборами очень внимательно в эти дни. Мы рассмотрим сначала вот эту часть по поводу вот этих всех рубрик, а затем перейдем к следующим. Итак, далее у нас это 25-26 стрижку волос не делаем, стрижку ногтей тоже не делаем и не красим волосы. Это связано с тем, что это Геката, это черная луна перед новолунием. Я в это время стараюсь никаких этих нарушений своих волос и ногтей не делать. Это не очень хорошо. Мало того, что и так энергия не поступает, и еще теряешь энергию. Поэтому будьте внимательны в это время. Не занимайтесь вот этими важными делами с волосами и с ногтями. А вот мыть волосы можно. Уход за кожей, имеется в виду питательные маски, они не дадут результат. Вы видите, это огненная стихия, не воспринимается клеточками кожи вот эти все питательные масочки. Заканчивается очистка кожи вечером в четверг. Курс на убывающей луне, все это завершилось. Завершается именно 25-го вечером. Последняя вот эта манипуляция. Затем уже все, у нас снова же период самого новолуния. И далее у нас этот период не подходит для очистки кожи. Рукоделие прекрасно в это время получается, хотя это черная луна. Можно просто посидеть в это сложное энергетическое время и заняться творческими различными делами. Тем более на улице будет очень и очень жарко. Могут быть и торнадо, и сильные ветра. Ну вот очень сложная вот эта энергетика будет. Борьба энергий. Поэтому лучше отсидеться в доме и в тенечке и заняться чем-нибудь творческим. Для теста актуально плюс жидкость или уменьшаете количество муки. Стирку я в это время не рекомендую проводить, и уборку тоже во льве, тем более черная луна, что-либо делать. Текущее что-то такое можно.
А вот что касается ремонта, энергии мало, конечно, но если есть необходимость что-то подкрасить, подбелить, это можно делать. И проветривать вещи во льве очень хорошо. Идем дальше. Время новолуния. Эти сутки новолуния. Смотрите, в 11:18, вот это точный по Киеву, точная точка, вот это новолуние, в 27 августа. Мы в это время еще будут воздействовать вот эти энергии. Казалось бы, что это Дева, да, еще очень вот будут воздействовать вот этот точный квадрат Солнца с Марсом. Могут быть пожары. Конечно же, в это время не стрижем волосы, не стрижем ногти, не красим волосы. Зато мыть волосы можно, и уход за кожей, вот питательной маски как раз хорошо. В Деве это хорошо, даже несмотря на то, что это новолуние. Очистка кожи уже не делаем. Рукоделие прекрасно получается в Деве. Для теста здесь все нормально будет. Никаких особых изменений в рецепте не надо делать. Стирка хорошо получится, уборка тоже хорошо. А вот ремонт и проветривание вещей не проводим. Идем дальше. Воскресенье 28-го. Здесь вот уже возможны у нас такие события, а события связаны с печкой. Имею в виду, если вы первый раз протапливаете, может быть дым. Стричь волосы нельзя, ногти тоже, красить волосы тоже нельзя. Мыть волосы можно, уход за кожей тоже хорошо, очистка кожи нет. Рукоделие прекрасно, тесто нормально, стирка, уборка хорошо, и ремонт и проветривание вещей не проводим. А вот здесь обратите внимание, в понедельник, видите, как выходные у нас больше всего нет. Ну что сделаешь? Такое вот время. И 29 августа будет переход Луны из знака Девы в Весы в 12:46, Геката до 11 часов 18 минут. Ну, здесь вот точная оппозиция Венера-Сатурн, тоже напряжение очень сильное. Берегите себя, свое здоровье, состояние. Не увлекайтесь какими-то делами, хотя, казалось бы, уже растущая Луна. Печка, может быть дым, потому что у нас Дева будет работать. Весы еще будут наслаиваться на весы. Вечером можно уже протапливать печку, но снова же будьте внимательны. Если первый раз, то по чуть-чуть дров вложите, бумажка, пробивайте вот эту пробку в дымоходе, которая застоялась, если вы не протапливали. А вот стричь волосы можно уже с 13 часов 29 августа. Стричь ногти хорошо с 13, после 13 часов. Покраска волос после 13 часов. Мыть волосы хорошо. Уход за кожей до 12 часов. Далее энергия стихии воздуха. И клеточки не воспринимают вот эти вещества питательных масок. Очистка кожи продолжается. Нет у нас этот период пока. И рукоделие тоже можно еще продолжать заниматься, вышивки, шитье и так далее. Творите, все будет хорошо. Тесто нормально все, стирка и уборка. Желательно это сделать до обеда. А вот с ремонтом и проветриванием вещей пока повремените, потому что в это время, лучше на 30-е перенесите, в это время возможны потоки, воздушные потоки и возможны приходы циклонов. Луна для здоровья. Позаботимся о своем здоровье. Это очень важно, тем более близится новолуние. Итак, 25 и 26 убывающая Луна, вернее черная Луна, будет находиться в знаке Лев. В зоне риска в это время сердце и сердечно-сосудистая система. Будьте внимательны, в это время уязвимость сердца, аорта, артериальная система кровообращения, грудная клетка, ребра, позвоночник и, естественно, вся сердечно-сосудистая система. 25 и 26 августа нельзя проводить любые кардиологические операции. Помним, что обостряются в это время сердечно-сосудистые заболевания, болезни сердца и суставов. Будьте внимательны, возможны приступы аритмии, стено, брадикардии, тромбоэмболии в мышцах сердца, инфаркты. Но это, если есть возможность, четверг-пятница, можно посетить офтальмолога,
И в это время можно лечить инсульты и тромбоэмболии, гипертонии и мигрени. Только лечить. 27, 28 и практически весь день 29 августа, это выпадает у нас на выходные, субботу, воскресенье и еще и понедельник, будут энергии Луны в знаке Дева. И плюс у нас новолуние. Очень сложный период. В это время уязвимы будут тонкий кишечник, двенадцатиперстная кишка, поджелудочная железа, толстый кишечник, слепая кишка, аппендикс, пупок, область живота, жировые отложения в области живота и брюшейка. В период нахождения Луны в знаке Дева, а тем более в новолуние, дни Гекаты, нельзя проводить операции на брюшной полости, в области солнечного сплетения, на органах, связанных с обменом веществ, а также на привратнике желудка, на селезенке, на желчном пузыре и всей вегетативной нервной системе. Вообще-то считается, что время Девы самое лучшее начало для любого вида лечения именно. И это очень хорошее время для того, чтобы сдавать анализы, проходить обследования, получать заключение экспертов. Но это дни у нас выпадают на выходные, так что здесь особо времени у нас не будет для этих дел. Лучше вот это что можно еще использовать? Понедельник до обеда. Вот такой интересный, сложный период нас ожидает впереди. Берегите, пожалуйста, себя, берегите родных, своих близких. Старайтесь поменьше в какие-то общественные места выходить, выезжать. Лучше в эти дни проведите дома, в саду, тихонечко что-то в огороде, и то только утром, потому что в это время, напоминаю, будут очень жаркие дни. В основном это будет везде сильная жара. Напоминаем, противостояние, оппозиция. Оппозиция Солнца и Марса дает очень высочайшие температуры. Это лето и очень сильная жара. Это похлеще магнитных бурь. Берегите, пожалуйста, себя. Ну, а мы завершаем наш сегодняшний выпуск. Его подготовили, как всегда, Раиса Горяченко и Александр Волик. Прощаемся с вами всего-навсего до следующего видео на нашем канале. Пока-пока!